Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем ряд видео по вопросам подписчиков. И сегодня у нас очередная тема, продолжение тем о покупке автомобиля, как их осмотреть. И сегодня у нас на очереди то, как осмотреть двигатель при покупке автомобиля, на что обратить внимание и как это правильно сделать. И как обычно пойдем двумя путями. Это осмотр на СТО и осмотр, так сказать, в полевых условиях. Когда вы приезжаете смотреть машину, грубо говоря, что одно из самых, так сказать, дорогостоящих в ремонте, это, соответственно, двигатель, и самое относительно важное. Потому что ходовая, ну что там, ну шаровые поменяете, допустим. У современных автомобилей однорычажная система, к примеру, там, или тех же восьмерок, девяток, по одной шаровой на сторону, да, в Жигуля там по две на сторону, то есть, и оно относительно недорого стоит. Ну, рулевые наконечники, там, допустим, тоже относительно недорого, какие-то колодки, а вот уже двигатель, чтобы в него лезть, это уже будет достаточно дорого. То есть, и с подубитой ходовой еще как-то можно там перемещаться. А если двигатель уже никуда не будет ехать, то уже ваша, грубо говоря, машина, считай, что ее у вас нет. Соответственно, важно смотреть качественно двигатель. И, как я говорил уже в предыдущих видео, что люди зачастую приезжают и начинают осмотр машины внешне. Посмотрели там салончик, там внешне вроде нормальный, думают, что двигатель нормальный. Нет, это не показатель, это нужно все смотреть. Дальше. Зачастую большинство людей не едут там где-то на СТО осматривать. Сами приехали, там кума, брата, свата взяли, все, сейчас мы посмотрим. Но как же осмотреть двигатели в полевых условиях? Давайте для начала. Первое. Это попросите хозяина машины завести машину, двигатель запустить, и пусть он поработает. Во-первых, сразу же слушать посторонние шумы. Дело в том, что если там разбитые поршня уже зазоры бешеные, то есть если там, допустим, какой-то клапан стучит, это все, или там цепь гремит, эти все посторонние шумы будут слышно. То есть, потому что двигатель и автомобиль всегда говорит про свое состояние. Дальше, если вы никаких шумов не услышали, все, дальше продолжайте смотреть. Если вы слышите какие-то посторонние шумы, делаете, так сказать, хозяину на этом акцент, говорите, что вот такая проблема. Потому что я уже говорил, что главная цель осмотра это определить, или это хлам, который вообще не стоит брать, или, допустим, есть какие-то моменты, косяки по машине, которые нужно определить, и потом, чтобы можно было сторговать при покупке, то есть нормальную цену, сбить на вот эти все, а не купить за машину с косяками как хорошую. Дальше смотрим на вибрацию двигателя, то есть на холостых, то есть стабильно двигатель работает или нестабильно, то есть потому что если там относительно неровная компрессия или там какие-то еще косяки по двигателю, то форсунка там, к примеру, не доливает или там катушка слабая, свеча, то есть двигатель будет подколбашивать. Если двигатель работает относительно нормально, значит все нормально. Следующее. Что вы реально можете сделать, и это в принципе недорого и несложно, или перед покупкой машины купить себе компрессометр, то есть померить компрессию. Он там понты денег стоит, но сразу вам скажет состояние двигателя, то есть взяли с собой свечной ключ, взяли компрессометр, то есть и просто открутили свечи, попросили его, пусть покрутит стартером, померили компрессию, все, и вы сразу будете уже знать состояние двигателя. Хорошая компрессия, плохая компрессия, ровная, дисбаланс, то есть, и это сразу скажет про общее состояние двигателя. Дальше. Снимаем после того, как двигатель поработал, заливную крышку заливной горловины. И смотрим, идет оттуда дым, не идет, то есть, я имею в виду, есть картерные газы, нет, насколько их много. Есть эмульсия на крышке, нет. Берете пальцем, я об этом снимал отдельное видео, как по заливной крышке можно определить состояние двигателя. Кому интересно, на главной странице моего канала жмите на все видео, и там найдете ответы на все свои вопросы. Проводите пальцем по заливной горловине, чтобы под клапанной крышкой изнутри.
и смотрите, что там, масло чистое, грязное, сажа, налет, там вообще бывает там кокс какой-то, то есть это указывает на то, менялось масло вовремя, не менялось, то есть смотрели за двигателем, не смотрели. Достаете также щуп, тоже можете посмотреть. Какой уровень масла, если там на минимуме, значит там всегда ездил на том минимуме, если он даже на продажу не умудрился его долить. Смотрите цвет, то есть если оно чернющее, то есть уже такое капец-капец. Ну, масло, в принципе, любое после определенного пробега чернеет, но все равно тоже один из показателей. Дальше. Садитесь, то есть такой, так сказать, поверхностный тоже осмотр проведите, там патрубки порванные, не порванные, там хорошо на зажимах, нет, на соплях, на проволоке. Это тоже все учитывайте, все тыкайте носом продавца, чтобы не впаривал вам какое-то говно под видом хорошей машины. То есть смотрите там на потеки, есть потеки по двигателю, нет, то есть пускают какие-то прокладки, не пускают. И все это смотрите. Визуальные какие-то повреждения, там, вплоть до того, что там какие-то, будем так говорить, там какие-то визуальные повреждения где-то на катушке, на форсунках, там, или если это карбюраторная машина, где-то какие-то косяки бывают, там, вот карбюратор, какой-то кусок отбитый именно, или какой-то бачок там треснутый, то есть это все нужно осматривать. И потом нужно проехаться, как я уже говорил, я всегда сам сажусь за руль, чтобы проехаться. Если вам дадут возможность такую, но зачастую ее не дают, то сбоку садитесь и просите хозяина разогнаться или сами, то есть, чтобы почувствовать динамику автомобиля, то есть, едет, не едет, то есть, тянет, не тянет. Также посмотрите в выхлопную, когда двигатель работает, особенно желательно, чтобы кореш какой-то вас посмотрел там или вы со стороны, когда машина ускоряется, дымит, не дымит, на холостых погазовать, то есть, белый дым, там, сизый дым, тоже это все определяет состояние двигателя. И потом уже можно будет определять, нужна вам машина такая, не нужна, то есть в таком состоянии. Второй момент, если у вас есть возможность поехать на СТО и там осмотреть. Опять же, не доверяйтесь полностью мастерам, потому что они могут, продавец там это быть его знакомый, или просто дать ему пару там денег, чтобы он осмотрел так, как надо, и вы потом и не поймете. Тоже вот эти все моменты, которые я проговаривал, грубо говоря, он будет смотреть, но вы контролируете, что он смотрит и что он говорит. Потому что он там скажет, о, нормальный двигатель, все, ласточка, песня. То есть, соответственно, потом получите машину, так сказать. Если это машина инжекторная, смотрите, чек горит, не горит чек. Если есть, конечно, возможность, то есть провести там диагностику на СТО, то есть посмотреть какие-то там скрытые ошибки, то есть эти все моменты, конечно, с инжекторной машиной немножко сложнее, но дело в том, что если двигатель будет ровная компрессия, если двигатель будет ровно, стабильно работать, не будет дыметь, масло относительно чистого цвета, это вероятность того, чтобы двигатель хороший. И опять же, общее состояние машины тоже говорит об этом. Если машина ухожена снаружи и снутри, это не гарантирует, что она там по технической части будет хорошая, но высока вероятность, что она будет нормальная. И наоборот, если машина дрова и внешне, и внутри, то надеяться на то, что там будет хороший двигатель, бывает такое, но редко. Поэтому эти все моменты надо учитывать. Я напоминаю, что я занимаюсь доработками головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты о доработке головок, отдельно о доработке карбюраторов, отдельно о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, переходите, смотрите. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, напрямую, звоните, заказывайте. У кого есть какие-то вопросы, комментарии, консультации, пишем их внизу под видео, все их читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. Всем, кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.